Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня я предлагаю вам такой вариант тянучки поросенка. Такие же длинные ножки, которые можно закручивать, связывать, вытягиваются вместе с ушками. Если вам понравилась игрушка, то добро пожаловать на урок, на мастер-класс по созданию этого милого малыша. Вязать игрушку мы начнем с тела. Для вязания тела понадобится ярко-оранжевая пряжа и розовая. В моем случае вы можете взять любую. Но поскольку мы вяжем поросенка, то присутствие розового цвета будет обязательным. Первый ряд. Берем крючок и набираем цепочку из 26 воздушных петель. Так, закрепляем нить. Как набирать цепочку, вы можете посмотреть на нашем канале. Остальные, кто умеет уже это делать, набирают цепочку самостоятельно. Набрали 26 петель. Дальше во вторую петлю от крючка провязываем столбик без накида. Следующую петлю тоже столбик без накида. Так вяжем до конца, до последней петельки. Затем делаем петлю подъема и разворачиваем вязание. Развернули вязание. И опять же вяжем в обратную сторону столбиками без накида. Каждую петлю за 2 стеночки провязываем столбик без накида. Вяжем так до конца ряда. В конце ряда делаем петлю подъема, разворачиваем вязание. И нам останется провязать еще, помимо этого ряда, 8 рядов. Выполняем самостоятельно. Я провязала 8 рядов. Вот видите, сначала вот цепочка. Всего рядов должно быть 10. Это вот цепочка. Дальше вот каждая такая дорожка, это 2 ряда столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Это у меня 10 ряд идет. Теперь присоединяем розовую ниточку. Набираем петлю подъема. И разворачиваем вязание. Дальше продолжаем также вязать каждую петлю по одному столбику. Вяжем так 10 рядов самостоятельно. Я провязала 10 рядов. Это вот 5 дорожек. 1, 2, 3, 4, 5. В конце делаю петлю подъема, разворачиваю вязание. Теперь сделаем убавку. 2 петли провязываем вместе. Затем дальше продолжаем также столбиками до конца. В конце также делаем убавку. 2 петли провязываем вместе крючком. Довязала я до конца, оставила вот 2 петельки, их нам нужно провязать вместе. Вытягиваем нить из 2 петель, затем провязываем все вместе. Делаем петлю подъема, разворачиваемся и начинаем вязать столбиками до конца. Выполняем самостоятельно. У нас с вами получился такой вот небольшой скос. Довязали до конца ряда, делаем петлю подъема, разворачиваем вязание и снова вяжем ряд с убавками. С 2 петель вытягиваем нить и провязываем все вместе. Дальше вяжем столбики без накида и в конце ряда аналогично выполняем убавку. Сделали убавку, дальше петля подъема, разворачиваем вязание и вяжем столбиками без накида до конца ряда. Выполняем самостоятельно. Закончили этот ряд, делаем петлю подъема, разворачиваем вязание и вяжем еще 4 ряда столбиками без накида. Выполняем самостоятельно. Провязала я 4 ряда.
Делаем петлю подъема. Теперь у нас идет ряд с убавками. Также 2 петли провязываем вместе. Затем идут столбики до конца. И в конце делаем убавку. После убавки делаете петлю подъема и провязываете столбиками еще 5 рядов. В конце нить закрепляете и отрезаете. Выполняете самостоятельно. Вторая деталь провязана. Ниточку я закрепила. Пока эти 2 детали убираем в сторону. Вяжем другие элементы игрушки. Так, теперь мы будем вывязывать вот такую вот деталь, башмачок и ушко. Вот видите, где ушко, я сделала несколько стежков по ширине, где-то захватила 4 петли, чтобы получилось своеобразное заужение, и потом ушки стали похожи больше на поросячьи. Берем пряжу бежевого цвета и набираем сначала 8 воздушных петель. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Со второй петли начнем вязание. Вяжем столбики без накида. В последнюю петлю вывязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мы дошли с вами до последней петли. Вот сюда провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. Дальше начнем вязать по обратной стороне цепочки. Провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. В конце делаем прибавку. Теперь нам нужно отметить начало ряда, то есть поставить маркер. Второй ряд вяжем прибавку сначала. Затем вяжем 5 столбиков. В каждую петлю по одному столбику без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Затем делаем 3 прибавки. В каждую петлю по одной прибавке. Первая прибавка. Вторая прибавка. Третья прибавка. Затем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. У нас до конца ряда осталось 2 петли, в них провязываем прибавки. Первая прибавка и вторая прибавка. Третий ряд. Вяжем 1 столбик, прибавку, пять столбиков, 1, 2,
3, 4, 5. 3 раза повторяем комбинацию из прибавки и столбика. Вяжем прибавку, столбик, раз, прибавка, столбик, 2, прибавка, столбик, 3, 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5. Дальше вяжем 1 столбик и прибавку 2 раза. 1 столбик, прибавка, раз, 1 столбик, прибавка, 2. Четвертый, пятый и шестой ряд вяжем без изменения. У вас должно быть 28 столбиков. 3 ряда провязываем самостоятельно. Седьмой ряд провязываем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Затем вяжем 1 столбик и убавку 3 раза. 1 столбик, убавка, раз, 1 столбик, убавка, 2, 1 столбик, убавка, 3. Одиннадцать столбиков. До конца ряда провязываем самостоятельно. Восьмой ряд вяжем 8 столбиков, 3 убавки и 11 столбиков. 8 столбиков сначала. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, убавка, 1, убавка, 2, убавка, 3. Теперь до конца ряда вяжем 11 столбиков самостоятельно. Девятый ряд вяжем 8 столбиков, 2 убавки, затем 10 столбиков. 8 столбиков сначала провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 убавки, 1, 2. Осталось провязать 10 столбиков без накида, вяжем их самостоятельно. Десятый ряд вяжем 6 столбиков, 3 убавки и 8 столбиков. Один, 2,
3, 4, 5, 6, 1, убавка 2, убавка 3. Провязываем 8 столбиков до конца ряда самостоятельно. 11 ряд вяжем 5 столбиков, 2 убавки и 8 столбиков. Сначала 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 2 столбика, ой, 2 убавки, извиняюсь, 1 и 2. Нам осталось провязать 8 столбиков до конца ряда. Вяжем их самостоятельно. 12 ряд вяжем 4 столбика, 3 убавки и 5 столбиков без накида. 4 столбика, 1, 2, 3, 4, 3 убавки, 1, 2, 3, и провязываем до конца 5 столбиков самостоятельно. 13 ряд вяжем 3 столбика, 2 убавки и 5 столбиков. 3 столбика, 1, 2, 3. Делаем 2 убавки, сейчас немножко развернем. 1 убавка, 2 убавка. Нам осталось провязать 5 столбиков до конца ряда. Вяжем самостоятельно. У нас с вами осталось по кругу 10 столбиков без накида. 14 и 15 ряд вяжем по 10 столбиков. В 15 ряду у нас идет смена нити на розовый цвет. Также вам нужно плотно набить башмачок. Выполняем самостоятельно. Я провязала 2 ряда, наполнила ножку, сменила нить, связала остатки бежевой и розовой нити, сделала узелочки. Теперь с 16 по 71 ряд включительно провязываем по 10 столбиков в каждом ряду. То есть 56 рядов вяжем без изменений. Выполняем это действие самостоятельно. Встречаемся на 72 ряду. 72 ряд. Вяжем 4 столбика и прибавку 2 раза. У вас должно получиться 12 столбиков по кругу. 1, 2, 3, 4. В следующую петлю провязываем прибавку.
Второй раз повторяем эту комбинацию самостоятельно. 73 ряд, вяжем 3 столбика и прибавку 3 раза. Один, два, три. В следующую петлю провязываем прибавку. Повторяем эту комбинацию 2 раза еще самостоятельно. 74 ряд, вяжем 4 столбика и прибавку 3 раза. У вас должно получиться по кругу 18 столбиков без накида. Один, два, три, 4. В следующую петлю провязываем прибавку. Повторяем эту комбинацию до конца ряда самостоятельно. 75 ряд, провязываем 5 столбиков и прибавку 3 раза. По кругу у вас должно получиться 21 столбик. Один, два, три, 4, 5. Следующую петлю прибавку. Продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда. 76 ряд, вяжем 6 столбиков и прибавку. По кругу должно получиться 24 столбика. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В следующую петлю провязывается прибавка. Продолжаем самостоятельно вязать до конца ряда. 77 ряд, вяжем 24 столбика. В каждую петлю провязываем по одному столбику. Выполняем самостоятельно. 78 ряд, вяжем 7 столбиков и прибавку 3 раза. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. В следующую петлю провязываем прибавку. Продолжаем самостоятельно. 79, 80 и 81 ряд провязываем по 27 столбиков в каждом ряду. То есть 3 ряда вяжем без изменений в каждую петлю по одному столбику без накида. Выполняем самостоятельно. 82 ряд, вяжем 8 столбиков и прибавку 3 раза. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В следующую петлю вяжем прибавку. Продолжаем вязание самостоятельно. У вас должно получиться по кругу 30 столбиков без накида. 83 и 84 ряд вяжем по 30 столбиков. 2 ряда провязываем без изменений, тоже самостоятельно. 85 ряд, вяжем 8 столбиков и убавку 3 раза.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Затем делаем убавку. Вяжем до конца ряда самостоятельно. 86 ряд, вяжем 7 столбиков и убавку 3 раза. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Затем идет убавка. Продолжаем вязание самостоятельно. Закончили 86 ряд. У нас с вами по кругу 24 столбика без накида. 87, 88 и 89 ряд вяжем по 24 столбика в каждом ряду. То есть 3 ряда провязываем без изменения. В каждую петельку по одному столбику без накида. Вяжем самостоятельно. 90 ряд. Вяжем 6 столбиков и убавку 3 раза. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем убавку. Продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда. 91 ряд. Вяжем 5 столбиков и убавку 3 раза. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше идет убавка. Мы провязали эту комбинацию 1 раз. 2 раза вяжем самостоятельно. 92 ряд. Вяжем 4 столбика и убавку 3 раза. 1, 2, 3, 4, убавка. Дальше вяжем до конца ряда самостоятельно, повторяя эту комбинацию. 93 ряд. Вяжем 3 столбика и убавку 3 раза. 1, 2, 3, убавка. Продолжаем вязать до конца ряда самостоятельно. 94 ряд. Вяжем 2 столбика и убавку 3 раза. 1, 2. Теперь убавка. Продолжаем вязать самостоятельно. 95 ряд. Вяжем 1 столбик и убавку. У вас должно остаться по кругу 6 столбиков без накида. 1 столбик, убавка. Повторяем еще 2 раза самостоятельно. Провязали 95 ряд. У нас с вами осталось 6 столбиков. Отрезаем нить, оставляем небольшой кончик, чтобы стянуть отверстие, закрепить
и спрятать ее в вязании. Так, вытягиваем ниточку, берем иголочку, продеваем под петли и стягиваем. Я вдела нить пряжу в иголку и смотрим вот по кругу за стенки петель. Проводим 1, затем следующая. И еще раз. Как раз все 6 столбиков мы захватили. Теперь стягиваем. Вот видите, у нас нет никаких дырочек. Все плотно стянули. Закрепляем ниточку на узелок. И прячем ее уже в этом ушке. Это все. Нить отрезаем. Наши уши-ножки готовы. Так. Теперь ложим деталь ровно. Вот, нам нужно установить позицию ушка, чтобы она смотрела так же, как нога, в одной плоскости. Вот, я уже выровняла. Теперь складываем нижнюю часть ушка пополам. Снова берем иголку и частично зашиваем в этом месте. Вот оно, основание ушка идет. Подхватываем петлю за 2 стенки, столбик, и с другой стороны также делаем несколько стежков, оставляем кончик нити, чтобы его можно было потом закрепить в начале основания и спрятать. Делаем еще один стежок в эти же стенки столбиков. Хорошо стягиваем. Теперь поднимаемся выше на 4-5 столбиков. Также подхватываем стенки столбиков с 2 сторон. Один столбик прошили. Второй. Третий. И 4. Он же будет у нас последним. Тоже делаем несколько стежков. Вот такое вот ушко получилось. Закрепляем ниточку. И прячем ее в вязание. То же самое проделываем с вот этим кончиком. Выполняем самостоятельно. 2 ушки-ножки у нас готовы. Вот так они выглядят. Убираем их пока в сторону. Давайте свяжем теперь хвостик. Берем одну деталь тела и берем пряжу розовую. Прикрепляем нашу ниточку к телу. Так, находим примерно серединку. Берем второй ряд розовый, заводим крючок, прикрепляемся. Тоже оставляем кончик, чтобы его можно было потом закрепить и спрятать. Набираем теперь цепочку из 20 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Начинаем вязать с 3-й петли в обратную сторону полустолбиками, причем в каждую петлю делаем прибавку. Вот мы отсчитали 3-ю петлю, вяжем в нее 2 полустолбика. Снова в следующую петлю вяжем 2 полустолбика. Продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда. Довязали до конца ряда. Вот такой вот скрученный хвостик получился. Прикрепляемся к началу, где мы фиксировали нить, провязываем соединительный столбик и отрезаем нить. Нить вытягиваем. Для надежности можно связать с вот этой ниточкой узелком. Затем вывести нитки на обратную сторону с помощью крючка или иголки. Выполняем самостоятельно. Вот он наш хвостик. Такой же поросенок без хвостика. Все, прячем ниточки на изнаночной стороне. Ниточки спрятаны. Вот я здесь завязала дополнительно узелок и обрезала лишнее. Вот он наш хвостик. Скорее всего, ребенку захочется за него подергать, потому что он в итоге сжимается и возвращается в исходное состояние. Сейчас будем с вами вывязывать мордочку пятачок. Какой же поросенок без пятачка? Первый ряд делаем кольцо амигуруми, закрепляем нить и провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали, стянули отверстие, хорошенько стягиваем. Второй ряд провязываем 3 столбика без накида в первую петлю, один, два, 3. Затем вяжем 2 столбика, 1, в следующую петлю еще 1 столбик, затем в одну петлю вяжем 3 столбика, 1, 2, 3 и 2 столбика, 1 и 2. У нас с вами по кругу получилось 10 столбиков без накида. Третий ряд вяжем 1 столбик и прибавку 5 раз. 1 столбик, прибавка. Продолжаем вязание самостоятельно. Четвертый ряд вяжем 2 столбика, затем делаем прибавку. Затем в следующую петлю провязываем 3 столбика, 1, 2, 3. Дальше
Вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую петлю вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. Дальше одна прибавка. 4 столбика. 1, 2, 3, 4. У нас с вами по кругу должно получиться 21 столбик без накида. Пятый ряд вяжем 21 столбик без накида за заднюю стенку петли. Так, перебрасываем маркер и начинаем вязание. За заднюю стенку петли это означает, что за вот эту полупетлю, которая находится дальше от вас. 1, 2, 3. Продолжаем самостоятельно. Довязали до конца. 6-7 ряд вяжем 21 столбик без накида, как обычно, то есть за 2 стенки. Так, каждую петлю провязываем по одному столбику. Заводим крючок за 2 стенки, выводим нить и делаем столбик. Продолжаем самостоятельно. 2 ряда вяжем столбиками без накида. Провязали 7 ряд до конца. Теперь в начало ряда провязываем свой соединительный столбик. Отрезаем нить, оставляем длинный кончик для пришивания. Вот что у нас получилось. Вот так он будет пришиваться. Набивать пятачок мы сразу не будем. Это будет делаться во время пришивания пятачка к телу. Так, теперь берем бежевую нить и вышиваем ноздри. Я вышила ноздри с одной стороны, сделала 3 стежка. Теперь симметрично со второй стороны делаем. Так, примерно где-то. Выводим иглу на изнаночную сторону, нитки фиксируем и отрезаем. Вот что у нас получилось. Сейчас мы с вами свяжем рот. Так, делаем кольцо амигуруми, закрепляем нить, провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стягиваем колечко наше таким образом. Теперь присоединяем розовую нить. Это у нас будет своего рода язычок. Я просто не хочу фетр приклеивать. Вообще не люблю в игрушки приклеенные детали. Так, сделали воздушную петлю. Разворачиваем вязание. Провязываем 1 столбик и прибавку. 1 столбик, в следующую петлю прибавка. Снова 1 столбик, прибавка.
1 столбик и прибавка. Вот что у меня получилось. Так, давайте еще по краю провяжем розовой нитью. Столбиками без накида. 1, 2, 3 и в первую петлю соединительный столбик. Так, оставляем кончик побольше для пришивания. Нить вытягиваем, остальные ниточки закрепляем, лишнее отрезаем. Вот что у нас получилось. Рот с языком. Мы его потом будем пришивать вот так вот примерно к телу. Я связала 2 образца глазок. Вот первый вариант и вот второй. Мне больше понравился второй вариант, вот этот. Из этого я буду показывать именно его. Берем черную пряжу, набираем цепочку из 4 воздушных петель, скрепляем ниточку. 1, 2, 3, 4. Далее во вторую петлю от крючка провязываем 2 столбика без накида. В последнюю петлю провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. Переходим на вторую сторону цепочки и провязываем 2 столбика без накида. 1 и 2. Так, провязали. Далее делаем петлю подъема, разворачиваем вязание, вяжем 2 столбика без накида, затем 3 прибавки. Вот так, 1 прибавка, 2 прибавки и 3 прибавка. Затем провязываем 2 столбика без накида, причем на последнем столбике переходим на голубую нить. Присоединили голубую нить, делаем петлю подъема и разворачиваем вязание. Вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Затем у нас идет прибавка и 1 столбик. Повторяем эту комбинацию 3 раза. Так, провязали 1 раз, снова прибавка, столбик, 2 раз, прибавка, столбик, 3 раз, затем идет 2 столбика. Во втором столбике идет смена нити. Меняем нить на белую. Присоединили белую нить, делаем петлю подъема, разворачиваем вязание, провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. Затем у нас идет прибавка и 2 столбика 3 раза. Прибавка, 2 столбика. 1, 2. Прибавка,
2 столбика. Это 2. Прибавка и 2 столбика. Это 3. Затем просто 2 столбика. Во втором столбике меняем цвет нити на черную. Белую нить можно отрезать, оставить кончик, чтобы вышить блики. Примерно сантиметров 20-25. Так, теперь дальше присоединили черную нить, разворачиваем вязание и вяжем по всему периметру соединительными столбиками. Выполняем самостоятельно. Я дошла до уголка глаза. Нижнюю часть мы будем обвязывать с вами столбиками без накида. Сюда же провязываем столбик без накида. И дальше идем. Столбик без накида. Столбик без накида. Присоединяемся к первой петле соединительным столбиком. Все, нить обрезаем, оставляем длинный кончик для пришивания. Я зафиксировала голубую ниточку с изнаночной стороны, лишнее отрезала. Теперь белую нить выводим на изнаночную сторону. И делаем блики. Один небольшой и один побольше. Делаем буквально пару стежков. Затем чуть дальше выводим иглу. Делаем блик чуть больше. Здесь 3 стежка сделаем. Вот достаточно. Ниточку также закрепляем на изнанке и лишнее отрезаем. Убираем пока глаз в сторону. Вот такие вот симпатичные глазки у нас с вами получились. Нам осталось связать одну деталь и начинать сборку игрушки. Это ручка. Их должно быть 2 штуки. У меня уже одна провязана, вторую провяжем вместе. В этой детали наполняем только низ ручки. Дальше она пустая. И сшиваем ее пополам крючком, столбиками без накида. Берем бежевую нить, первый ряд, делаем кольцо амигуруми и набираем в него 6 столбиков без накида. Фиксируем ниточку, провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стягиваем отверстие. Поставили маркер. Дальше второй ряд вяжем 6 прибавок. Каждую петлю провязываем по 2 столбика. 1,
И сюда же еще один. Вторая прибавка. Еще 4 прибавки выполняем самостоятельно. Третий ряд вяжем 3 столбика и прибавку 3 раза. 1, 2, 3. В следующую петлю провязываем прибавку. Продолжаем вязание самостоятельно до конца ряда. Четвертый ряд вяжем 4 столбика и прибавку 3 раза. 1, 2, 3, 4. В следующую петлю провязываем прибавку. Вяжем до конца ряда самостоятельно. Закончили вязать четвертый ряд. У нас с вами по кругу 18 столбиков без накида. Пятый, шестой ряд вяжем по 18 столбиков в каждом ряду. То есть в каждую петлю провязываем по одному столбику. В шестом ряду у нас идет смена нити на розовую. Выполняем самостоятельно. Сменили нить на розовую. Вяжем седьмой ряд. 3 убавки, затем 12 столбиков. Одна убавка, вторая убавка, третья убавка, так, теперь нам осталось провязать 12 столбиков до конца ряда. Вяжем их самостоятельно. Закончили вязание седьмого ряда, восьмой ряд, 3 убавки, 9 столбиков. Одна убавка, вторая убавка, третья убавка. Дальше вяжем самостоятельно 9 столбиков без накида. Провязали восьмой ряд. У нас с вами по кругу 12 столбиков без накида. С 9 по 16 ряд включительно провязываем по 12 столбиков в каждом ряду. Наполняем ручку, точнее нижнюю часть холофайбером. Набили ручку. Теперь 8 рядов вяжем самостоятельно столбиками без накида. Провязала я 16 ряд. Берем, складываем деталь пополам. Теперь за 2 петли эти половинки соединяем столбиками без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Ниточку закрепляем и отрезаем. Ручки готовы. Убираем их пока в сторону и приступаем к сборке. Берем перед туловища и глазки. Намечаем для них место. Вот у меня примерно будут они находиться здесь. Так, теперь их пришиваем ниточкой, которую мы оставили для пришивания. Выполняем самостоятельно. Я пришила глазки, вышила такие бровки, сделала пару стежков. Вот что у меня получилось на данном этапе. Так, теперь берем наш пятачок и язычок.
Язычок пришиваем к мордочке. Ставим 2 детали лицом к лицу. Вот так вот. И ниточкой прошиваем. Выполняем самостоятельно. Я пришила язычок. Вот так это все смотрится. Теперь можно нить или отрезать, или спрятать внутри мордочки. Прикладываем пятачок к телу. Вот я хочу, чтобы он у меня здесь стоял здесь. И вот ниточка, которая осталась от мордочки от вязания, мы длинный кончик оставляли там, пришиваем по кругу мордочку. И в конце оставляем немного места, закладываем холофайбер в мордочку и дошиваем до конца. Выполняем самостоятельно. Так, я закончила с оформлением мордочки. Вот что получилось. Берем наши ушки-ножки. Ушки будут находиться в верхнем уголке детали, вот здесь вот. И, соответственно, ножка внизу. Вот, посередине мы здесь будем вшивать ручку. Так, прикрепляем нить розовую сейчас в этом уголке. Я закрепила нить. Теперь провязываем столбик без накида, скрепляем деталь, затем еще один. Теперь ставим ушко. Как вы помните, у нас ушко начиналось с 10 петель. Из-за этого по переду тела провязываем 5 столбиков, только по передней части. Вторую часть мы не трогаем. Второй, третий, четвертый столбик и 5. Дальше у нас идет 6, его провязываем уже за 2 стороны. На обратной стороне пропускаем 5 столбиков и в 6 уже вдеваем крючок. Я провязала после ушка 2 столбика. Теперь проверяем, вытягивается оно свободно или нет. В принципе, сидит оно нормально. Продолжаем вязать столбиками до вот этого места. Так, это у нас 3 последних розовых дорожки. Вот, вяжем до сюда. Затем провязываем ручку, меняем пряжу на оранжевую. Дошла я до 3 последних розовых дорожек. Вставляю ручку. И в этом месте мы сейчас будем провязывать соединительными столбиками. Берем одну петлю передней части тела, затем один столбик от ручки и один столбик от задней части тела. Захватываем нить и все это вместе соединяем соединительным столбиком. Также поступаем со следующими петлями. Через переднюю часть тела, через ручку, захватываем заднюю часть тела, затем нить вытягиваем и вяжем соединительный столбик. Выполняем самостоятельно. Я сменила нить на оранжевую. Розовую нить не отрезала, просто провела ее под туловищем, чтобы потом не отрезать, не присоединять, ничего. Просто здесь продолжу вязание и все. Также провязываем столбиками до конца, до вот этого уголка. В уголке делаем 2 столбика в одну петлю. Мы перешли на нижнюю часть туловища. Провязываем теперь 5 столбиков без накида и вставляем ножку. 1, 2, 3,
4, 5. Берем нашу ножку. Она у нас тоже по ширине была 10 столбиков, точнее в окружности 10 столбиков, пополам это 5 столбиков. Из этого места, в месте, где будет находиться ножка, будем также вязать 5 соединительных столбиков. Так. Теперь провязываем снова столбики без накида за 2 части туловища. То есть в 6-ю петлю мы уже 6-й столбик вяжем за 2 стороны. Я провязала после ножки еще 5 столбиков. Так, проверяем. Ножки у нас тоже тянутся. Дальше ставим ножку, вяжем опять 5 соединительных столбиков по передней части тела. Затем сшиваем уже до конца. В уголке делаем 2 столбика и разворачиваем вязание. Так, вот они, 2 ножки стоят. Провязала я отрезок, который у меня связан оранжевыми рядами. Теперь по мастер-классу жирафа очень много вопросов было по поводу набивания игрушки. Вот вы уже провязали уголок и в принципе свободно можете руками разложить уже наполнитель холофайбер и продолжить дальше уже сшивание деталей. Сейчас у нас идет присоединение ручки, затем провязываем, оставляем в конце 3 столбика, вот здесь размещаем ушко и завершаем соединение туловища поросенка. На этом мастер-класс можно считать оконченным. Выполняем оставшуюся работу самостоятельно. Буду очень рада, если у вас все получится, как у меня. Я закончила сборку. Вот что у меня получилось. Сзади наш хвостик. Как вы видите, ручки, ушки, ножки тянутся. При этом ничего у меня не вылазит. Вот второе ушко, можно полностью их вытянуть. Можете ножки, в принципе, сделать немножко короче, уменьшить количество рядов, которые я предлагаю. Можете вот как завязать ушки эти. Много вариантов того, что можно сделать с этой игрушкой. То ли дергать за хвостик, то ли за уши ножки. В любом случае, эта игрушка будет полезна ребенку, поскольку она развивает моторику. Также поддерживает мышечный тонус малыша.